Знакомьтесь, Puma Rebound Joy. Коллекция осень-зима 2020 года. Сделаны они в Китае. В полностью черном таком монолитном цвете и лишь только используется серый брендинг. Я вам никогда не показывал нормальной коробки с обратной стороны. Здесь мы можем увидеть материалы, а также обозначения и кто где используется какой материал и размеры. Размерная сеточка здесь указывается от USA там, до евро, и все это как бы прописано в соотношении. Сам силуэт модели взят из баскетбольной обуви 80-х годов. Даже из названия Rebound означает отскок, а Joy радостный, то есть радостный отскок. Есть различные варианты цветов, их достаточно много. По верху мы можем увидеть здесь высокий силуэт, который выполнен полностью из искусственной кожи, которая здесь, к слову, нормального качества. Материал этот довольно прочный и следов после носки практически не оставляет. Почему практически? Потому что любой искусственный материал, он, конечно же, со временем оставляет какие-то заломы, и в данном случае здесь все достаточно неплохо реализовано. Здесь перфорация в носке, в заднике, в средней части, благодаря чему они, скажем так, хоть как-то выводят, ну как, сложно сказать, конечно, выводят, но хотя бы есть какое-то поступление воздуха, так как здесь полностью закрыто идет вверх, они высокие, там, понятное дело, есть еще вторые слои из текстиля, и искусственный материал, он, как правило, гораздо хуже дышит, чем кожа. Шнурки обычные, черные. Верх склеенный с подошвой, немного блестит клей на черном, швы сделаны добротно, немножко на формстрипе буквально торчат ниточки, как получается в 2 нити зашло, закончилась, наверное, строчка. Все держится довольно добротно, клей обычно в таких моделях очень хороший и не обязательно искать прошитые. Рисунок подошвы довольно простой, взят с какой-то флагманской модели, именно баскетбольный. Силуэт ее. Если мы посмотрим на внутреннюю часть, мы можем увидеть под язычком ярлычок, указывает размер, то, где произведен, есть также номер. Стелечка Soft Foam здесь используется, стандартная, пористая, которая обеспечивает здесь основной комфорт во время носки. Она вся мягкая, податливая, возвращает свою форму, нанесен сверху текстиль, ну все по стандарту. Внутри наполненность довольно неплохая воротничка, он фиксирует нормально в верхней части. Мы можем также увидеть катоновую основу, которая уходит от середины к носку. Ну, это ткань, собственно говоря, которая сделана здесь для комфорта, чтобы не натирали ноги. Язычок здесь идет наполовину текстильный, наполовину с кожзаменителя, но более мягкого кверху. Петелечка имеется, скорее для визуальной какой-то составляющей. Если посмотреть еще ниже, можно увидеть основную стельку. Это ткань, которая нашита снутри и закрывает нашу пористую терморезину, которая здесь, к слову, идет сотами. Скорее всего, для облегчения, а также удешевления. Признаться честно, не часто я носил высокую обувь, и немного у меня ее было, но эта конкретная модель меня, в принципе, цепляет и по дизайну, и по относительному комфорту. Нужно шнуровать, опять же таки, на самый верхний уровень, вплоть до резиновых вставочек, через которые продеваются шнурки, и тогда все просто отлично. Нога садится как в кокон, мне комфортно, это мой размер, вот так ведут себя они на заломы. Спереди небольшой запас есть, как раз при таком именно сочетании расстояния до передней части мне как раз комфортно. Они тупотят немного на твердом покрытии, так как терморезина здесь достаточно плотная. По мягкости работает только стелечка, повторюсь. Ну а так, что еще вам рассказать? Они подойдут для людей стандартных, я думаю, в том плане, что наши очень широкие ноги, они не подойдут.
на очень узкие можно будет отрегулировать это именно хорошей шнуровкой. Заломы небольшие будут по-любому. Вопрос только в том, как они будут вести себя на низких температурах, потому что я уверен, что есть энтузиасты, которые будут обувать их и даже в большие морозы. Подойдут они под многие вещи, опять же таки благодаря цвету, фасону модели, под джинсы они залетают хорошо, под спортивочки тоже пойдут. Даже сочетание casual, я думаю, тоже никто не отменял. Вот такой вот получился обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.